Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И мы на 5-й серии города, в котором меня нет. Погнали. Эпизод 5. Бегство. Хиназуки опоздала? Опоздал. Она сказала, что даст мой подарок сегодня. Если готовила его всю ночь, опоздание понятно. Сатору? Но... Сатору? Да. Что случилось, Сатору? Тебя что-то беспокоит? И все поняли. Но он побежал к ней домой. Хиназуки! Дверь открой, а. Есть кто дома? Хиназуки! Неужели? Здесь ее тоже нет. Резиновые сапоги? Размер взрослого мужчины. Снег шел позавчера ночью. А значит, оставивший следы, был здесь уже после этого. Значит, вчера и по максимуму сегодня утром. Что будем делать? Господи, она там лежала. Она там лежала. Там лежало тело. Она мертва. Она ее так избила до полусмерти, что она мертва. 3 марта 88-го, четверг. Хиназуки Кайо пропала. После этого я 2 дня сидел дома. Мама вышла в магазин? Честно говоря, похоже, инцидент произошел в соседнем городе. Преступника вскоре поймали. А теперь это... Мы не знаем, кто виновник. Но нужно сделать все, чтобы подобное не повторилось. Это само собой. Но давить на прессу? Я позвоню тебе, как только схожу в школу. Хорошо. Я пока зайду в мэрию. Рассчитываю на тебя. Бывший мамин коллега. Репортер с канала Ишикари. Нельзя допустить, чтобы дети запомнили случившееся. Так она журналистка. Вот с чего все началось. Знаю, ты переживаешь, но в этом нет твоей вины. Я ничем не смог помочь. Снова. Возможно. Я не хотел оставлять Хиназуки одну. Это тебе удалось. Этого мало. Я что-то упустил. Бессмысленно винить себя, когда все уже прошло. Человек не может делать того, что ему не под силу. Ему Это было под касается и силу. тебя, и меня. Ему было это под силу, он Ходи знал. завтра в школу. Одному тебе лишь хуже будет. Хорошо. Давай, ешь, пока не остыла. Она пытается всеми силами сгладить ситуацию, но... Я должен кое в чем сознаться. По правде говоря, я солгал, сказав, что Кая простудилась. На самом деле, она переехала жить к бабушке по личным обстоятельствам. Все случилось так быстро, что она не смогла попрощаться, но Саппоро ей хорошо. Сбежала из дома? Говорят, ее мама избивала. Ужас. Правильно сделала. Сатору, Ну, выше нос. пацаны. Да, вы еще встретитесь. Нет. Сатору, посоветовавшись, школы и родительский комитет остановились на этой истории. Так что прошу тебя пока придерживаться ее. Что он с ним откровенничает, а? Мне очень жаль. Похоже, прессу заткнули. Но полицейская машина уже несколько дней стоит у дома Хиназуки. Видимо, пока подозреваемой является ее мать. После исчезновения Хиназуки прошло всего 6 дней. Разыскивается Наканиши Ая, 11 лет. 8 марта. Власти ввели правила. Разыскивается. Теперь уходить из школы можно только в сопровождении взрослого. Пропал 2-й ребенок. Быстрее, чем я ожидал. 10 марта. Сатору, ты слышал? Про Наканиши Аю
изначально Изуми. Ага. Мой друг из той школы сказал, что она переехала жить к дедушке. Так же, как и Хиназуки. Наверное, побег из дому. Ложь. Смыкались ты, пацан. Думаю, их и правда похитили. 11 марта. Если исключить некоторые отличия, происходящее и правда начало повторять события 18-летней давности. 12 марта. Результаты расследования обнародовали. Но в новостях канала Ишикари И о что, Юки? произошедшем говорят только утром и вечером. Что, Юки А виноват? взрослым с детьми рекомендовано смотреть только этот канал. Я дома. Слушайте, ну рисовка просто 13 великолепна. марта. Полицейская машина, круглосуточно стоявшая у дома Хиназуки, Уехала. после исчезновения на Каниши Ай появляется там лишь изредка. Похоже, следователи занялись серийными похищениями. Ню. Вот стерва. Тварь. Там сейчас не тело случайно, а? Не, ну это вряд ли. Прошло Любой 10 бы дней заметил. после исчезновения ее дочери. Вместе с мусором она выбросила пару вязаных рукавиц. Вещи ее потихоньку Подарок? начала выкидывать. Я дам завтра. Обещаю. Пару вязаных рукавиц. Господи, она ему вязала рукавицы. Он не выдержит. Даже в таком возрасте. Ну, я имею в виду головой. Это что такое? А, кажется, он вернулся назад. Где я? Он вернулся назад. Прямо в ту же точку. Я вернулся И за тобой в полиция гонится. 2006? Да, и за тобой гонится полиция. Давай. 23-й дом на 4-й улице. Жертва 52-летняя Фуджинума Сачко. Фудозреваемый Фуджинума Сатору, 29 лет. 52 года. Ничего Есть себе. свидетели. Прием. Принято. Фуджинума Сатору? Нет. Все не так. Это не я. Черт. Дыши, спокойно. Не спас Хиназуки. Мама по-прежнему мертва, а я подозреваемый. Такова реальность, с которой я столкнулся. Облом. Спокойно, Приготовься дыши. бежать. Так. Ситуация такова. Парень ничего не исправил, за исключением даты в один день. Он подарил Хинадзуки всего лишь 24 часа жизни. И, видимо, сильный эмоциональный шок, когда он увидел эти варежки. Это очень такой сильный триггер психологический, как, видимо, оказался, потому что это она ему вязала эти варежки. И он уже вот сам этот момент не перенес. И, видимо, этот эмоциональный момент его ударил и выкинул назад. Скорее всего, ну, мне как кажется, вот сейчас он снова отправится туда, назад. Ну, очень тяжелая такая, сюжетное повествование очень тяжелое. Ну, это такой триллер с элементами мистики, сверхъестественного. Сатору сейчас должен что-нибудь придумать, что-нибудь такое сделать, чтобы назад вернуться, скорее всего, и по новой все сделать. И сделать так, чтобы на сей раз получилось. Там был маленький кадр, где там были ноги очень сильно избиты, и, кажется, ее мать до такого ее избила, что не рассчитала силы и убила девочку. Да. Ну все понятно, это ее мать виновата с ее этим хахалем, по-любому. Вот и где, почему не показали там, что с Юки, ну скорее всего тут он сейчас узнает, что там с Юки случилось, потому что мне очень интересно, снова на него свалили это или нет. Но нужно что-нибудь такое придумать, чтобы это все сейчас вернулось назад. Жалко очень маленькую девочку. Слушайте, ну это не должно происходить. Ну это полный бред. Слушайте, а интересно, а возможно выйти на мать Хинадзуки Каю? На нее можно сейчас выйти? Она еще жива, интересно? Чтобы с ней поговорить. Классная идея. Ну не знаю, додумается сейчас до этого или не додумается. Посмотрим. Поехали. В Ну, итоге сейчас он я бегает. прячусь под мостом. Интересно. Хоть я ничего не знаю, нужно думать, почему маму убили. Потому что она узнала убийцу?
Был ли в квартире ее мобильный? А сумка? Нет, не было. Выходит, убийца забрал их? Молодец, если он такой Наверное, смышленый. подумал, что там она хранит какую-то информацию о нем. А жемчуг? Чтобы скрыть Проклятие. преднамеренное убийство. Голова трещит. С удовольствием поспал бы целый день. У тебя сейчас нет времени спать. Вот, налетай. Спасибо. Прости за сегодня. Ты впервые не вышел на работу без предупреждения. Катагири волновалась. Наверняка у тебя была причина. Ну, давай есть. Приятного аппетита. Ясно. С матерью поссорился, значит. Да. Люди в возрасте не меняются. Оставайся сколько нужно. Но А что ему еще обязательно сказать было? помирись с матерью. Хорошо. Но мать у него Ты святая. будешь? Нет. Ну вот, закончилось. Схожу, куплю. Он и правда будто надоедливый старший брат. Прости, что солгал. Полиция выехала сразу после звонка. Было обнаружено тело женщины, матери квартиросъемщика. В данный момент полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении убийства. Чувак, ты попал. Дела мои хуже некуда. Еще как. Далее новости спорта. Сегодня сборная Японии улетела... Вот козел, он его заложил. в матче плей-офф. Я Беги. был слишком наивен. Еще как. Но парня можно понять. Он всегда поступает правильно. Естественно, он меня сдал. Вот сволочь. Парня можно понять. Вот сволочь. Ну, он на эмоциях это сказал, но он тоже мог додуматься. Попал. Совсем дурак. Хинодзуки? Айри? Ты назвал меня Айри, Сатору. А, нет. Нельзя оставлять телефон включенным. По GPS ведь следят. Чего расселся? Залезай быстрее. Ты ведь в бегах? С чего это она ему решила помочь? Интересно. Полюбилась? Прости, Катагири. Айри. Поездка на мопеде нас сблизила. А ничего, что я здесь. Слышала ведь, что случилось. Ну да. Сегодня полицейские расспрашивали менеджера о тебе. Да и в новостях показывали. Тогда почему? Очевидно же. Ты просто не мог убить свою мать, Сатору. Ясно. Спасибо. Не стоит благодарить. Не верится, что они подозревают тебя, кому сейчас тяжелее всего. Ну, Хотя ты связан со многими преступлениями. Вот, ты ее в кафе забыл. Я прочла статью, что ты пометил с закладкой. и... Это случилось в твоем городе, когда ты был ребенком? Смерть Хинадзуки Кайо. Умерла в женский праздник. Читала и плакала. Женский праздник? Да, 3 марта. Отдохни пока. Мне нужно вернуть мопед. Чтобы из комнаты ни ногой. Информация изменилась. Значит, не все потеряно. Если снова вернусь в прошлое, я спасу Хиназуки. Ну, ему всегда удавалось, вообще-то, как я понял, спасать людей. Значит, и это возможно сделать. Только нужно дождаться Точно. этого Я щелчка. в доме Айри. Дорогой Сатору, думаю, стоит вернуться к повседневной жизни. Так что я ушла на работу. Родители обычно уходят в 10. Сказали, что вернутся в 8 вечера. Ключи от дома и мопеда рядом с часами. Мой номер мобильного. А почему не Катагири? фамилия другая. Спасибо, господин Нишизона. Пустяки. Все-таки я в долгу перед вашим отцом. Нет, нет, что вы.
Наоборот, отец был рад. Сказал, благодаря светофору и пешеходному переходу у нас толпы посетителей. Скорее всего, благодаря деловой хватке вашего отца. Я лишь немного помог ему. Это еще кто такой? К тому же, мимо вас проходит дорога к школе. Мы иногда обсуждаем это на собраниях горсовета. Менеджер, я все. Счастливо. Хорошая работа, Ари. Что это? Пиццу купила. Могла бы сказать, я бы тебя угостил. Большое спасибо. Но не стоит. Она для моего друга. Ясно, для друга. А может быть и подруги. А может, не Увидимся зачем завтра. так говорить для друга? Она красивая. Он же догадаться может. Простите, ей 17. Совсем молодая девчонка ведь. Ну что ж, я тоже, пожалуй, пойду. Еще раз спасибо. А кто это такой вообще? Ну вот, опять зловещая музыка. Айри, Менеджер? держи, ты забыла. Остатки с рекламной кампании. Спасибо. Кстати, насчет Сатору. Не верится, что он убил мать. В смысле, он просто не мог этого сделать. Согласна. Если ты увидишь его, сделай все, чтобы помочь ему. Конечно. Мы команда, так что сообщи, если увидишь его. Большое спасибо. Вот лицемерная сволочь. Не, ну почему лицемерная? Ну сейчас это Могу ли я было выйти уже на убийцу, лицемерно. если изучу эти статьи. Похищение ребенка 3 года назад. Что-то такое припоминаю. Подозреваемого задержали через 3 недели. Но Что он это было? все твердил, что невиновен. Что за чувство такое? Не нравится мне это. Ну он просек. Зачем звоните в полицию, менеджер? Айри, Сами просили меня помочь Сатору. Сказали, что мы команда. ну, все не так, Айри. А, ну Я молодец. просто волновался за тебя. Классная девчонка. Почему сразу не сказали? Я ведь доверяла вам, менеджер. Я о тебе волновался. Как ты не поймешь? В это я верю. А что нос тогда ломать? Менеджер, прошу, если вы правда волнуетесь за меня, не вызывайте к моему дому полицию. Да он все равно вызовет. Прости, Сатору. Из-за Тебе не просьбы. за что извиняться. Спасибо за все. Благодаря тебе я смог немного отдохнуть. Ну теперь она тоже в бегах, она соучастница. Можешь вернуться туда. Да, но это к лучшему. Кстати, это ведь не дом твоих родителей? Нет, там живет мамин старший брат с женой, а родители живут в деревне. Я хотела найти общежитие рядом со школой, но они предложили жить с ними в Тибе. Можно тебя спросить? О чем? Айри, почему ты веришь в мою невиновность? Хороший вопрос. А почему бы нет? Я хочу верить. Алло. Однажды, когда я училась в начальной школе, мы с отцом пошли в магазин. У выхода из магазина с его кармана выпала шоколадка. Город был небольшим, и мы знали владельца. Если бы он признался и извинился, проблем бы не было. Но отец не признался. Он был добрым. Я впервые услышала его крик. Владелец магазина разозлился и вызвал полицию, а отца, члены местного сельскохозяйственного кооператива, за 3 месяца отстранили от должности. Это же шоколадка. Видела? Папа, ты не виноват! Отец уволился из кооператива, развелся и ушел из дома. Думаю,
Мама считала, что он правда украл тогда. Я хочу верить в твою невинность ради себя. Это как просьба поверить в тебя, но наоборот. Ну, это разные вещи вообще-то. Тут вообще-то Возвращайся возможный домой. маньяк-убийца. Скажи полиции, что я угрожал тебе, заставив укрывать у себя. Молодец. Совсем дурак. Самому тебе не продержаться. И я не стану говорить такое. Может, уже хватит спрашивать, дурак ли я? Как бы то ни было. Я хотя бы принесу тебе переодеться. Ну, не знаю, не знаю. Менеджер, он так и не вызвал полицию. Уверена? Входящая. Фуджиному Сачико. Что это? Это Фуджиному Сатору. Оставайся в доме. Что это значит? Сатору нашел мамин телефон? Как? Нет, это убийца. Оставаться в доме? И на нее тоже вышли. По пятам идут. Выходи оттуда, выбегай. Нет. Войди. В окно, в окно. Опа-на. Вот и Айри, кажется, попала под раздачу. Прежде всего хочу кое-что сказать. Очень хорошо, что подобные истории существуют и имеют место быть в анимации. Вообще в искусстве. Это хорошее предостережение всем молодым. Не только детям, но и родителям. И вообще людям любого возраста. Что существует в мире абсолютное зло. Оно проявляется по-разному, но иногда оно проявляется в самом ничтожном, самом страшном своем обличии. И против этого надо бороться. Против этого надо предостерегать. Ну, от этого не избавишься. Ну, за всю историю человечества таких случаев происходило, господи, больше, чем когда-либо существовало, мне кажется, людей на планете. И обязательно нужно всегда знать, что зло всегда рядом. В самых разных его проявлениях. Здесь очень в правдоподобном проявлении, в том проявлении, которое бывает в реальной жизни, показано. Ну, с элементами мистики, с элементами там, прыжка во времени. Но если это исключить, это очень правдоподобное аниме. За исключением вот сейчас Айри. Если честно, мне немного не понравилась сама ситуация, что она так хорошо, сильно доверилась Сатору. Не очень, как мне показалось, это логически. Ну, попытались логически объяснить, я понимаю, почему она ему верит. Попытались это как-то объяснить, что-то там, типа, ее отец украл шоколадку, что, украл шоколадку, если бы он признался, сказал, ой, случайно забыл и так далее, то проблем бы не было. Ну, вот он настаивал на своем, потому что это был честный человек, и поэтому то, что там Сатору, типа, говорит, это не я. Ну, во-первых, разные ситуации. Во-вторых, он, правда, может быть полным маньяком-убийцей. Откуда она знает? Это мы знаем, что это не так. А она откуда знает? Вот она откуда знает? Тем более, они так уж не очень хорошо с ней общаются. Вот откуда она может знать, что он не такой? Другое дело, что я помню, как она была у них дома. Какие у них были отношения там с мамой. Не сказать, что очень натянутый. Может, она из этого сделала логический вывод. Но это всего лишь один вечер. Бог знает там, что происходит. За один вечер людей не узнать. Хорошо. Но что касается остального, мне очень понравилась рисовка в первой половине. Мне даже казалось, что это не фото, а реальная съемка. Вот в пару кадров это было вообще... Это была просто вот рисовка наивысшего была. Даже, на самом деле... До Хаяо Миядзаки и его произведений далеко, но с точки зрения такой пейзажного момента статистического, когда двигать камеру, это очень было неплохо, очень красиво. Что ж, сам Сатору сейчас в очень такой щекотливой ситуации, ему никому нельзя доверять, и, видимо, убийца идет за ним по пятам, очень сильно идет за ним по пятам, и он знает о каждом его шаге. Опять была зловещая музыка, когда-то там какой-то то ли мэр, то ли депутат, то ли бог знает кто там еще, посмотрела на
Айри, когда та уходила. Айри! Посмотрим, как все это завернется. Жду, когда Сатору наконец-то вернется назад в прошлое Хинадзуки. Это была 5-я серия города, в котором меня нет. Большое спасибо, если смотрели это вместе со мной. Увидимся на 6-й серии. Удачи!